Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Хварт.ua. У меня есть небольшая проблема, точнее, довольно-таки большая проблема. Сейчас я не вам расскажу более подробно, а вы как бы мне посоветуйте в комментариях и ответите на мой вопрос, грубо говоря. Да и не грубо говоря, а так есть. Как вы видите, у меня здесь подсказки всякие вылетают. Ну и, короче, я стал супер-мега новичком в нашей игре, как бы. Да, угу. Как это произошло? Вот и вопрос у меня к вам теперь. Как с этой проблемой бороться? Может быть, знаете на этот ответ, либо, ну, короче, знаете какую-либо информацию, которая может мне помочь. Первое. Я не могу авторизоваться на свой main аккаунт. Как-то так. Я создал сейчас второй аккаунт, чтобы не терять время, потому что у меня очень часто выключает свет, и ничего с этим поделать я как бы не могу. То есть у меня выключает свет, и все, и делай, что хочешь. Броди как хочешь, записать ничего не сможешь. Что ты хочешь от меня, подсказка? Отстань, я понял. Хорошо, спасибо. И спасибо. Я выключил это руководство подсказок, но тем не менее, как бы почему-то хотят мне научить, что делать, хотя я подсказки выключил. Ну ладно, короче, я не могу авторизоваться через свой Google аккаунт мейновый, там где у меня рейтинг, там где у меня так, ну, шахматный клуб и все такое. Поэтому вопрос к вам. Может, кто знает, как бороться с этой проблемой, потому что я не знаю от слова совсем, как решить эту проблему, и поэтому, чтобы не терять как бы время и как бы вообще ничего не терять, я записываю для вас ролик на втором аккаунте, сразу говорю, это лоу ранги, обычная катка, тут нету, знаете, как такового супер, там каких-то баталий, наверное, не будет, и все такое, вот подсказок там тонна вылетает, и они меня бесят уже на самом-то деле, вот. Так, 300 хп, армор 300 хп. Я на самом деле возьму 300 хп, отказываться от них я не буду. Вот. Вот подсказки всякие вылетают. Короче, не могу авторизоваться через Google аккаунт. Пробовал и очень долгое время. А так как у меня выключает свет, я тупо не могу тратить свое драгоценное время, чтобы терять еще и запись при этом. Поэтому, знаете, эта каточка будет так, знаете, под расслабон, вот это вот все, там шуточки и тому подобное. И жду от вас ответ на то, как мне решить эту проблему, потому что на самом деле это довольно-таки огромная проблема, потому что, во-первых, я не хочу терять свой аккаунт. Я думаю, мало кто бы захотел потерять свой аккаунт. Это первый момент. Второй момент. Я буду терять как бы время на то, чтобы записываться и выдавать свой ранг ферзя. Как-то так. Поэтому, ребята, если что, простите меня, поэтому это обычная каточка, просто под расслабончик, я ее выпускаю, чтобы было вам интересно просто посмотреть, там, знаете, под чай, под кофе, потом перекусить, все такое, прокомментировать игру в целом. И в целом можно сейчас почувствовать разницу хай-ранга и разницу рангового боя с обычным боем плюс лоу-ранга. Потому что я уверен, что здесь такие же боты играют, как я. Хотя на самом деле, мне кажется, обычные катки, там ты попадаешься совершенно с разными людьми, совершенно разными рангами и тому подобное. Я более чем уверен, что здесь ребята умеют играть. Поэтому, может, ботами заранее их зря назвал. Может, мне сейчас так очелло разорвут, что я просто буду там в шоке. Ну, посмотрим. В принципе, я более чем уверен, что здесь будут маги-драконы, так как здесь есть Джакира. Это первый момент. Второй момент... Собака пришел. Собаку хочу взять. Собака нужна. Собака никогда плохо не будет. Возьму еще вот этого вот демона. И, в принципе, все как бы шикарно, да? Надеюсь, что так оно и есть. Хотя, на самом деле, мана плюс 40 тебе и так... Ну, мана плюс 30 тебе и так достаточно с блинка будет. Поэтому я тебя оставлю. Вот. Хочу сыграть на гоблинных мехах со стартом. Это первый момент. Хотя, на самом деле, здесь есть вертолетик. Но здесь нету шаманки пятеркой. Поэтому я бы... Ну, не знаю, не хотел бы, знаете, как-то там пытаться обузить этого вертолета, потому что этот вертолет могут просто разорвать все и вся, но... Короче. Не буду ходить вокруг да около, я буду смотреть, кто что собирает, и от этого уже отталкиваться. Ну, по всей видимости, я здесь вижу, что тоже здесь собирают мехов, и тут, ребята, я так понимаю, ну не боты. То есть здесь, походу, будет такой замес лютый, несмотря на то, что это обычная катка, не ранговая. Ну, как-то так. Будем смотреть, посмотрим, насколько отличается, назовем это хайранг против не хайранга. И, в принципе, все. Это все, что я хотел бы узнать. Отличается ли как-то или не отличается? Но я более чем уверен, что отличается. Это было бы глупо, если бы оно не отличалось. Поэтому как бы собираем, пробуем, а там уже отталкиваемся от того, что будет. И вижу, реально уже здесь маги дракона собираются. И мне бы на самом деле что-то такое бы собрать, чтобы их законрить. Ну,
посмотрим. Я, в принципе, придерживаюсь одной тактики, которую я хочу сделать, а там уже будет видно. А еще, ребят, осталось всего лишь 55 человек до 1000 подписчиков, поэтому, если не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте свой лайк с комментарием, потому что каждый лайк и комментарий продвигает мой ролик в рекомендации, и мне будет очень приятно от этого. Так что так. И реально подпишитесь на мой канал, потому что 55 подписчиков осталось. Это очень мало. И мне бы очень помогли ваши подписки. Просто чуть-чуть осталось, ребят. Вот прям грамулечку. Так, гоблины пришли. Ну и 2 разора. Я на самом деле хочу, наверное, 2 разора поставить. Как бы, почему бы нет? Мне кажется, 2 разора намного сильнее будет, чем пивная панда, допустим. А Дискорд я скипнул, да? Да, я скипнул Дискорд, потому что я рассчитываю на то, что я буду играть через чистый урон. А так как здесь маги драконы, то, скорее всего, ну, ладно. Возможно, я сделал ошибку, а возможно и не сделал ошибку. На самом деле, я бы мог сейчас уровень взять, бы поставить, ну, гоблинов баф. А могу этого не делать и просто через уровень сыграть. Ой, через уровень. Через, ну, как есть, грубо говоря. Через обычный ап. Ну, короче, посмотрим. Но вот тут маги дракона собираются, да. Тут 2 мага дракона будет, поэтому, скорее всего, мне 100% на ТБшку понадобится БКБ. Хочу поиграть я через любимого ТБшку. Ну, куда ж без него хочется. Ну, вот я давно не записывал его. Хочу показать, насколько это сложно на нем играть. Насколько это не балансный герой вообще. Как бы, ну, Балтика из Балтика. Я называю это Балтикой, потому что, ну, это Балтика. Ну, просто Балтика и все. Понимаете, как хотите, это Балтика. Это не герой, это Балтика. Так. Ну, на самом деле, реально можно было бы взять уровень. Гоблины здесь собираются, скорее всего, будет Кира. У меня 2 разора. А если у меня 2 разора, то, в принципе, я бы, знаете, что мог сделать? Вот довольно-таки интересную сборку. Она довольно-таки была бы очень сильной. Это собрать 9 магов через волшебников, сделать одну синергию, на которой играют очень часто. На хайранге очень часто в ней играют. Не знаю, не знаю. Хотелось бы на самом деле это сделать. Показать вам. Надо сейчас подумать, стоит ли и надо ли. Ладно, я подумаю еще. Пока вот как бы пришло, 2 разора есть, в принципе, неплохо. Я вдруг чего там бы мог в морских перестроиться. На самом-то деле. Ну, кстати, меня тут, походу, сейчас и вынесут еще. То есть, ну, боты не боты, а походу я проиграл. Так, Лину захавайте. Отлично, не проиграл. Я выиграл еще этот бой. Просто порвал. 20 монет, винстрик 5. Меня устраивает. Так, я могу халявные роллы поставить. И на самом деле я бы хотел их поставить. Собаку я удалю. Да. Собаку удалю. Так, есть АМ. Пока берем, потихонечку берем. Маги, люди. Ну, скорее всего, я скоро, наверное, проиграю раунд. У меня есть такое предчувствие, что, скорее всего, я проиграю. Раз у меня есть предчувствие, значит, я по-любому проиграю один раунд. Вот скоро, наверное, вот чуть-чуть осталось, я, скорее всего, проиграю раунд. Я не уверен, конечно, но меня мое предчувствие мало когда обманывало, поэтому, скорее всего, так оно и будет. Ну, в принципе, у меня 30 монет, мне как бы особо нечего терять, но все же хотелось бы халявный ролл. Тут собака в двойку пришел чуваку, поэтому, скорее всего, тут мне сейчас пасочки будут. Ну, собака в двойку, это собака в двойку, никак, сами понимаете. Да, тут я проиграл раунд, к сожалению. Двойка собака очень сильно решает. Ну, что ж. Да. Двойка собака все-таки решает. Но у меня есть 30... Ну почему усиление пришло именно сейчас? Почему не чуть-чуть позже? Вот на мгновение назад. Вот реально на мгновение. Вот если бы на мгновение назад усиление пришло, было бы намного лучше все. Имеем то, что имеем, и от этого отталкиваемся уже. Что поделать? Кнык-кнык. Кнык. Еще забыл сказать, ребята, у меня есть телеграм-канал, в котором я пишу о обновлениях игры, о роликах, о стримах, поэтому на все частые вопросы я отвечаю там в отдельном посте. И там я как раз на последние 2 самых частые вопроса ответил, поэтому в комментариях будет ссылочка закреплена на мой телеграм-канал. Подписывайтесь, нас уже там 150 человек и 50 человек в чате. Поэтому, кому это интересно, присоединяйтесь к нам, будет интереснее намного, еще больше. Я надеюсь, у меня мехи сейчас выживут, потому что если мехи не выживут, халявный ролл у меня будет, ну, как бы, ну...
Не будет его. На самом деле мне как-то неплохо пришло. Разор в двойку. Тут есть ТБшка. ТБшка. Лина есть, кстати. А можно было бы, знаете, как сделать? Еще можно было бы богов плюс драконов сделать. Было бы тоже очень сильно. Боги и драконы — это довольно-таки сильная сборка. Так. Все предметы хороши, но если я буду все-таки через физ билд играть, как я планирую, то, скорее всего, мне понадобится посох забвения. ХП плюс 300 я уже скипаю, мне нужен на самом деле дискорд, хотя мана плюс 40 тоже неплохой предмет. Но хочу ли я этого? Мана плюс 40, ну пусть будет. На самом деле это неплохой предмет, он довольно-таки тоже хороший. Так, и, наверное, как-то так расстановку показал. Хотя нет, чуть-чуть поближе поставлю. Раздор все-таки до краев еще не достает. Вот, СФчик у меня есть, это хорошо. Это хорошо. ТБшка не приходит 11 раунд уже. Ну, конечно, печально то, что он не приходит, но в принципе это не такая уж и огромная проблема для меня. Мне главное немножечко другой момент будет. Халявные роллы сейчас есть, потихонечку делаем. Я даже, наверное, сейчас ролить не буду, но как бы в этом особо нет смысла. Хотя на самом деле и можно было бы паролить. Мало ли мне сейчас такой апгрейд сильный придет. Так, понятно, апгрейд сильный пришел. Так, а реально. Хочу ли я сделать 9 магов? Просто ТБ мне вообще как-то не идет. Вот, просто если присмотреться, то он реально не идет. Вот не идет и все. Ну как бы у меня есть ведьмачки, но а толку от этих ведьмачков? Вообще можно было бы. Лину в тройку. 9 магов. И показать вам, как по-новому играют через 9 магов. Вот, знаете, такая одна из самых популярных стратегий сейчас. Вот на данный момент, на хайранге. Одна из самых популярных стратегий. Ну, не знаю. Я еще потерплю. У меня, в принципе, есть время. Я немножечко могу потерпеть. У меня есть сефчик, там и гида, вот все такое. Мне бы хотелось, конечно, чтобы мне дискорд упал. Если я буду играть через магов, то дискорд мне нереально поможет в этом плане. Ну ладно. Так. Тинкер в двоечку. Мне бы на самом деле Резак и Тинкер в двойку бы пришел, было бы намного проще играть вообще. Вот во всех смыслах намного проще. Знаете, я только что на мгновение подумал, что Тинкер все ракетки запустит сейчас в Разор. Ну, по закону подлости. Обычно он у меня так и делал. Запускал только у меня ракетки. Эх. Тренд как бы пришел, да? Так, сделаю севчик сюда. Ману плюс 50 сюда. Кстати, расстановку я сделаю каким-то образом так. Мне кажется, так намного будет эффективнее все. Вот как-то так расстановочку. Итак, ТБ мне не приходит как-то. Ну вот вообще его нету. Если согласитесь, если увидите, то реально ТБ как-то мне не приходит. Вот не приходит и все, и делай, что хочешь. На самом деле мне другая сборка приходит. Хотя на самом деле на такой сборке можно спокойно сыграть. Сейчас вообще не имею никаких проблем. Вот только демон отсосется от меня и будет вообще приятно. Магов просто моих могут задефать очень сильно. Ладно, пока так. Пока так, мне в принципе все устраивает. Сейчас будет в скором времени видно, так или не так. Пока что вот у меня усиление очень хорошее пришло. Так, это сюда. Халявный ролл. Вот. Ого. Блин, а может... Зачем я это сделал? Шаманы. Короче, я только что тему такую плохую сделал, что... Ну, кто заметил, тот заметил. Я случайно продал человечка. А Эма в двойку. Может, вместо СФ мне все-таки поставить другого персонажа? Магов, конечно, у меня сейчас не стоят никаких. Но это только временное решение. Ладно, сейчас еще немножечко потерплю, потому что мне особо спешить сейчас некуда. Я еще определюсь с билдом по ходу дела. Уровень сейчас даже возьму вот так.
Выставлю ландруида еще сверху. Выставлю вот так, чего. А, не выставлю, ладно. Он забежал наперед, а как? Ландруид, в принципе, неплохо будет. А, сейчас мобы. Сейчас мобы, а магов выставить я могу... О, я могу людей выставить и поставить себе бафчик. Бафчик, бафчик. Я хочу бафчик. Бафчик людей намного приятнее будет. Бафчик. Надеюсь, как-то так сейчас получится у меня сделать. Хотя на самом деле лучше в угол, наверное. Ладно, сейчас пока пусть так будет. Мне, в принципе, нормально. Возьму еще его. Ну, скорее всего, это будут люди-маги. Или маги-волшебники. Но ТБ просто нет, уже 15 раунд, а ТБ нету. И смысл мне играть через ТБ, через ТБ и той сборки, которую я вам говорил. Я особо пока смысла не вижу, если честно. Как бы... Обезоружь, мана плюс 50. Тут люди. Шаманы. Против шаманов, конечно, мне станет намного легче играть. Ведьмак. Ладно, я возьму сейчас обезоружь. Вот пока в него закину. Магов поставлю. Мне, в принципе, с магами комфортно. Комфортно играть. В принципе, можно. Просто определиться я не могу. Вот знаете, заранее не могу определиться, какой билд я хочу вам показать. Потому что если покажу 9 магов, здесь есть 2 шамана. Да? Хотя тут для 2 шаманов игра так себе, если честно. Ну и предметы на самом деле мне не райские выпали, чтобы сыграть так, как я вам хочу показать. Вообще, ну вот, сейчас ТБ пришел. Но не поздновато ли он пришел? Как по мне, на самом деле, он поздновато пришел. ТБшка этот. И как-то, ну просто на ТБ мне будет легче играть. Хотя маги, люди, драконы... Боги-драконы. А, нет, здесь нету бога. Ай, ладно, была да не была. Короче, покажу вам я новый стиль игры на магах. Как по-новому играют на магах. Но для этого мне нужен будет уровень. Уровень. Так, подожди. Лондруид, сюда иди, ты мне танчик. Ты же мой танк, сюда иди. На самом деле можно СФ сейчас поставить будет. Если бы гида в двойку была, я бы 100% и гиду уже поставил, и просто бы даже не задумываясь это делал. Так, для этого мне нужен 8 уровень сейчас будет, и я на 8 уровне покажу, как играет по-новому на мага. Вот так вот сделаю. 8 уровень мне нужен чисто для того, чтобы вот, видите, вот чувак пришел ко мне, я вот так вот апнул его. Вот для этого мне нужен 8 уровень, а еще мне нужен котл. Без котла как бы вообще не то будет. Котл нужен обязательно. Так, вот этот чувак, кстати, здесь есть, но я хочу магов баф поставить. Баф магов намного серьезнее будет. Так, потому что книжечки... Ну, книжечки я не могу. А что? Не могу. Не могу. Но насколько же уровень игры отличается, конечно. Вот я прям сейчас чувствую, насколько уровень игры отличается. На самом деле он прям на огромную планку выше. Ниже, точнее. Я, конечно, заранее сейчас так сказал, но сейчас мне возьму, как переедут несколько раз. И я такой, ну, в принципе, можно язычок в одно место засунуть, в принципе, и все. И все. Людей, конечно, не поставил баф, но ладно. 8 уровень мне нужен для того, чтобы 4-ю фигуру, вот фиолетовую, просто взять и сролить. Вот просто найти 4-ю фиолетовую фигуру. Для этого мне нужен лондруид, и на самом деле в чем фишка, я буду объяснять по ходу дела, почему играют именно так сейчас на магах, а не как-то по-другому. Вот мне просто нужно собрать эту сборку и объяснить вам для начала. И поэтому расскажу сразу все плюсы, все минусы этой сборки. Ну, в принципе, множество роликов вы моих видели, где играл человек через фулл волшебников, фулл магов через 9 штук. И лондруида он ставил как танка. И не только как танка, а еще и как суммонера сверху. То есть это прям сильно выглядело.
Но все это я буду показывать по ходу дела. Так, не подходит. Рыжий лис. Ну, тоже как бы ты красавчик, рыжий лис. Зачем мне фура, кстати, я что-то не понял, что он совсем плохой. Зачем мне фура? SF мне-то еще понятно зачем. Хотя на самом деле мне и SF непонятен зачем. Хотя немножечко я догадываюсь, зачем он мне нужен. Вот прям чуточку я догадываюсь, зачем он мне нужен. Так, эгида в двоечку. Вот это вот прям вообще лютый баф. И я даже на самом деле не знаю, кого лучше поставить. И, ну, книжки на самом деле мне не нужны в таком билде будут, поэтому я ставлю эгиду 100%. Как бы без задней мысли. SF пришел, отлично. ДК даже пришел. Да боже, у меня столько всех бустов, что прям на все не напасешься. На самом деле, когда я могу сделать сейчас максимально магический урон, без халявных роллов, без ничего, просто разваливать кабинеты. Я сразу говорю, пятерки какие-либо я покупать не буду в этом билде, хотя на самом деле возьмите на заметку, потому что это можно использовать прям по максимуму. Вот прям по максимуму можно юзать, без угрызений совести. Керить мы будем Лину через физический билд, сразу говорю, поэтому нам нужны мьёлеры всякие там и тому подобное. Цепочки, все остальное нам нужно будет чисто для того, чтобы просто... Класс. Вот в обычной игре бы мне так пришло. Вот, цепочки, всякая такая лишняя вещь нам нужна будет совершенно для других вещей. Чисто, чтобы... Вот, чтоб не на 8 уровне вертолетик пришел так. Ты сейчас серьезно? Вертолетик на 8 уровне. То есть я сейчас могу найти себе просто сейчас фулл мехов, выставить их и разорвать здесь все. Так что, маршрут перестроен, получается. Я так и не договорил то, что я хотел сказать, но... Игра сама просто показывает, что надо делать, грубо говоря. Не знаю, у меня даже... Сейчас я не вижу импакта как-то от этого лондруида. Но не разора хватает с головы. Хотя ладно, лондруид пусть будет. Лишним явно не будет он, поэтому так даже хорошо. Вертолет пришел. И что это, Кира плюс вертолет пятерочка или как? Ну реально, насколько же отличается уровень игры? Вот просто я залетел сюда и понимаю, что мой уровень игры намного выше, чем их. Они играют либо в кайф, либо что-то тестят, либо ну, непонятное пока что что-то. Я, в принципе, с такой синергией смогу, наверное, здесь выиграть. Ну, вот на самом деле мне еще очень хорошо здесь везет, поэтому я, в принципе, наверное, зря так говорю. Мне реально здесь фартит в этой игре. Фартит в плане всего. Мне бы так, допустим, вертолет не приходил, мне бы не приходил вот лондруид так. В обычной игре. В человеческой, знаете, игре. Вот там, где тебя просто на вертолет посадят и прокрутят несколько десятков раз. Вот в такой игре. Так, эгида мне нужна, SF мне на самом деле тоже нужен. Мне надо кого-то убрать отсюда. Ладно, гримтач уберу. Так, криты. На самом деле, криты тоже уже не нужны. Мне нужен Дискорд. С Дискордом просто будет намного поярче, поэтому я возьму Дискорд, сейчас попытаюсь найти. Это все мне не нужно. Давай Дискорд. Да какая броня? Зачем мне эта броня нужна? Ты что, ну, ты в своем уме? Зачем мне броня? Вот зачем? Кстати, я реально не вижу смысла сейчас от лондруида как-то. Он как-то слабовато выглядит все. А вот, в принципе, так, сейчас мне билд мой нравится. Потом волшебников выставляю в фуловых. У меня 9 магов, тут фул люди. Знаю, конечно, что он хочет этим добиться, но пусть. В принципе, он может сделать магов. А, не может, у него денег уже нет. Ну, может, ему сейчас Джакира придет, он там вообще будет. Будь здоров. Ну вот, с SF это просто развал. Значит, что? Правильно, делаем SF в тройку. Да ну мне бы так в обычной игре не приходилось. Серьезно, Джакира пришел. В обычной игре мне бы так не приходило, причем на таком вот уровне. Это мем какой-то. Вот честное слово, это какой-то мем. Но на самом деле можно сейчас выставить реально уже полностью забить болт на халявные роллы. Выставить себе 9 магов и просто играть от кайфа.
Даже Лину еще не закерил, но в принципе пойдет. На самом деле SF можно будет убрать. Хотя SF очень сильный, потому что у него сейчас на... Сколько? У него плюс 4 волночки здесь идет. То есть за каждого демона, вот, здесь активирующаяся энергия демона, вот, у него плюс 1 волна. И сейчас у него не 8 волн, а 12. И это на самом деле обалдеть какой лютый буст в SF. Просто мало кто об этом задумывается, но именно из-за этого причины его берут в синергию Террорблейда через ведьмаков плюс зверей и тому подобное. Потому что, ну, нереально огромный буст. Кстати, вот мне. Оп. А что такое? На самом деле, Джакира 1000 урона нанес, аж как-то, ну, слезы на глазах текут. Ты чё, Джакира, не подводи меня, а? Как-то обидно становится. Так, погоди, дорогой мой, сладкий. А чё мне не собираются? Я сейчас не помню. Баб зверей. Какой я молодец, а? Баб зверей не уследил. Терфуру я не найду в жизни, да? Котла даже нашел. Где Фурион? Алло, дядь. Так, ладно, я тебя услышал, дорогой мой. Не сегодня, так не сегодня, хорошо. Ну чё ж ты начинаешь так сразу? Блин, на гиду забыл поставить. Ну ладно. Мне даже вот... Не, ну это как это просто как, ну, не знаю. Я на самом деле не ощущаю вот прям такого пота, прям, как в рейтинговых играх, потому что его просто здесь нету. Я просто, ну, играю. Знаете, вот как беру... Ой-ой-ой-ой-ой, зачем я SF скипнул? SF нужен, SF сильный. SF не надо скипать. Я еще... Вот я дурак. А чё там? О, фура, спасибо. Спасибо. Братишка, спасибо. Да что ж происходит такое? Боже, у меня на столе тут целый ад. Всех много, ничего не понятно. Ладно, SF я продам. Магов не выставил. Молодец. Ой, молодец. Ну ладно, я в принципе так. Уже играю с ними. Даже при такой синергии я, скорее всего, сейчас его вынесу. Несмотря на то, что я ее просто не собрал. Я что-то не понял, почему я только что не выставил синергию друидов. Всем дурак, что ли? Почему я синергию друидов не выставил? У меня лон друид сейчас идет просто нереально. В обычной игре он бы не шел так. Я через яйцо уже соберу гиду, потому что надо. Она мне просто уже мешает. Вот. Все, тренд сюда. Все, отлично. Все, шикарно. Теперь что? Правильно, сейчас возьмем уровень еще сверху. Вот это вот мы скипнем, я хочу дискорд найти. Да отвали ты, мана, плюс 40, ты мне не нужна. Просто ты мне не нужна. Ну не хочу тебя, вот и все. Так. 24. Ладно. Оставлю сейчас магов. И вот это вот все сюда. Так, туманов сюда. Так, броня тут. Вот это сюда. Вот это сюда. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Дыщ. Короче, вот так вот немного играют по-новому в мага. Собирают 3 мага. Делают Лину керри. Собирают обязательно лондруида. Лондруид нужен как стенка. То есть он не нужен, знаете, там просто так, чтобы он висел у вас и просто смотрел на вас этими своими красивыми глазками. Нет. Он как керри персонаж. Так, ману сюда вот так сделаем. Что у нас тут пришло? О, винтовка, отлично, сюда. Будем расстреливать сейчас неверных. Так. Вот, не, ну насколько же это просто играть? Просто играть. Тут даже ничего не скажешь. Если, конечно, сейчас этот чувак переоденется в жрецов, я офигею. Но это просто насколько легко играть не в рейтинговую игру. Вот насколько это просто.
Да. Короче, вот так играют по-новому в маг. Для чего здесь лондрид? Лондрид здесь нужен как стенка. И дай боже, чтобы вам упал Некромикон. Потому что вам выпадет два обалденных мишки, которые будут как стенка контролить, принимать весь урон на себя. И у вас будет еще и Лина, которая не только контролит с одного скилла, так она еще и увеличивает свою скорость атаки и тычки. Да, ну, в принципе, я думаю, здесь больше и нечего добавить. Я думаю, здесь все и так понятно. То есть, смотрите, лондрид у вас чисто как стенка, как танк, две мишки, чтобы защищал там Лину и тому подобное. Это первый момент. Второй момент. У вас есть Лина, которая увеличит себе скорость атаки. У нее есть свой контроль с одного скилла. То есть, она прям очень мощно накидывает. И если вам, дай боже, пришел Некромикон, то вы можете спокойно забустить себе лондруида. Он будет вызывать две мишки, вы будете давать очень много по лицу чувакам. И во-вторых, на них не работают никакие дебафы. И, как бы, знаете, как бы намного больше, знаете, такой кругозор сразу становится. Это как бы вот такие вот азы. Плюс цемку я поставил чисто, потому что, мне кажется, маны не будет хватать. Но на самом деле этого можно просто не делать, и можно спокойно себе собирать. Кстати, я возьму его сейчас, покажу вам небольшой буст, если, конечно, доживем все. Вот. И цемку я поставил чисто из-за того, что, мне кажется, маны они не будут набирать, успевать. Но на самом деле, как мы видим, они довольно-таки очень быстро набирают ману, и даже без каких-либо проблем. И мне кажется, даже это лишнее, все, что я делал по поводу маны. Но вместо него можно поставить котла. Котел тоже классно. Во-первых, это буст урона, во-вторых, это контроль от 9 магов. Против гритеров это, кстати, тоже неплохо работает, если что, потому что на гритеров как бы не работает контроль 9 магов, но зато мишки неплохо таких задерживают. Как ни крути. В моем последнем ролике, который я выпускал с гритерами, это прям, ну, показано максимально, я бы сказал бы. Блин, ну как же это изи? Ну вот просмотрите, минус 26. Весь стол живой и минус 26. Сильно? Я считаю, да. Если доживем до мобов, я вам покажу одну вещичку, как можно еще забустить людей. Но только если вы уверены в своем столе. В принципе, я бы мог и сейчас показать, просто ставите сейчас котла. Понял. Не ставите сейчас котла, вам нужен кто-то другой, потому что котел не подходит. Котел не подходит. Ну ладно. На самом деле все деньги сролил, зачем, непонятно. Но у чувака он 72 монетки, сидит в 8 уровне. Ну тут реально как против ботов играешь. Ну чисто, знаете, насколько легко новичку играть. Хотя на самом деле, если вы не разбираетесь в игре, то я думаю, очень тяжело. Чувак тут что-то пытается, собирает. И причем, заметьте, это одни китайцы здесь почти. Непонятно, ну да ладно. Один раунд проиграл, по сути. Ну, по своей глупости, поэтому... Ладно, что ж. Тут даже одна эгида выносит всех и вся, вот. Перервал победную серию. Вау. Какой я плохой человек. На самом деле, реально, я сейчас могу вместо Разора поставить сейчас легионку, просто взять книжки полутать. Зачем? Правильно, я не знаю. Да ну, тут сейчас слишком язычное будет. Надо каким-то образом восстанавливать себе свой аккаунт. Поэтому, ребят, кто знает, как решить проблему с Google аккаунтом, вот как зайти в него, без каких-либо проблем, трудностей и тому подобное, то обязательно напишите мне в комментариях, потому что данные катки, ты знаешь, чисто вот, реально, ну, валидольная. Чисто сидишь такой, там себе кайфуешь, не напрягаешься слово совсем, просто, ну, просто испытываешь, знаете, такое моральное удовлетворение от того, что никто против тебя не собирает какую-то лютую имбу. Играют какие-то, ну, реально, ну, люди, которые не умеют играть. Все. Как-то так. Добавить, прибавить, ничего. Но зато я вам показал одну, скажем так, новую сторону, как играют сейчас на магах. Вот именно так играют сейчас на магах. Собирают ЛД в тройку, делают Некромикон, там всякую такую тему и все. Две мишки, двое мишек там. Боже, сколько людей вылетело. Жалко, конечно, что это не рейтинговое. Я бы хотел это в рейтинговой показать. Но
имеем то, что имеем. Вот Мьёльнир, кстати, есть, можно его было бы взять под 9 магов, это вообще топ вещь. Есть криты, но криты я бы на самом деле больше юзал, чем молнии, допустим. Хотя и Хекс есть. Хекс тоже очень сильный предмет, поэтому если там есть Керри ТБ, допустим, то можно было бы Хекс взять. Ну а так как я играю от физурона, то мне нужен вот этот вот предмет. Я его и беру. И мана плюс 40 заберу. А еще 6 книжек взял. А хотя они мне и не нужны, поэтому... Этого делать я не буду. Ну, сейчас один раунд и все. И закончили на этом. Расчет окончен. Ну, надеюсь, хотя бы покажу вот так. Ну, БКБ, если оно надо, соответственно. Шторм и все остальное, если оно все надо. Если этот предмет вам не нужен, то, соответственно, ну, сами знаете, что. Тут и так все показал, наверное, максимально. Тайды там можете брать. Все, что угодно. Вот все, что душа пожелает. То и добавляете себе в свой билд. Дайте хотя бы Лину в тройку собрать. Ну, дай Лину в тройку. Не жлобись. Лину в тройку хочу, говорю. Не, ну ты жлоб. Лину в тройку. Да ты издеваешься. Говорю, Лину. Да ну тебя. Сейчас ЛД продам, он, в принципе, мне все равно не нужен. Давай ЛД продам. Дай. А еще, кстати, есть один плюс в том, что если Гримталь заскастит свой скилл, то Лина в него кинет и всем лавуна пройдется. Ну, если кинет, давайте так. Я что-то наперед забежал. Если кинет. На самом деле, что они здесь собирают, вообще непонятно. Я уже, знаете, если бы играл в ранговый, я 100% сказал, что здесь будет, скорее всего, бог-жрец. Но тут непонятно. 100% бы сказал, что здесь есть ведьмак через ТБ, но... Короче, игра максимально валидольная, максимально спокойная. Все. Добавить нечего. Просто гида. А, ну, кстати, когда кидается обезруш, гид у нас почему-то не хочет кастовать свою способность. Почему? Непонятно. Как-то так. Ну, первый уровень. Мощь. Поднял 3 уровня себе. Ну, в принципе, да. Да. Но, по идее, я показал вам синергию, как она работает. Как через нее играть. В ранговом бою, я сразу говорю, она работает на ура. Собираете ЛД в тройку, делаете Лину керри через физбилд, Разора керрите и гиду керрите. СФ это уже так, знаете, ну я побаловался. На самом деле можно вместо него поставить котла какого-то, без ЦМки, и там уже докидываете то, что вы хотите. Самое, скажем так, безобидное или самый дешевый вариант, это докинуть трента в тройку. Все. Как-то так. В принципе, я думаю, максимально показал то, что я хотел, и если какие-то вопросы, комментарии остались, то пишем в комментарии, и надеюсь, вы мне поможете с Google аккаунтом. Поэтому, ребят, всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы, ссылки находятся в описании. Всем удачи!